Все наши чувства, эмоции, мысли создают события в нашей жизни. Каждый из нас пожинает плоды того, что сформировал своими мыслями, эмоциями и чувствами. И сейчас наступило такое время, что многое зависит от нашего состояния и настроения. Система так создана, что она перестанет существовать, если вы перестанете фрустрировать и транслировать негативную энергию. Сегодня я расскажу, как выйти из негативных денежных программ и поделюсь мощной техникой, как избавиться от чувства страха. Ведь мы же понимаем, что больше всего то, за что мы переживаем и боимся, что с нами случится, это и приходит в нашу жизнь. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. Лайком и комментарием отдельный респект. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы самыми первыми получать уведомления о моих новых видео на канале. И обязательно поделитесь в комментариях, как часто посещаете мой канал, какие видео смотрите. Существует финансовая система. Маятник, который держит в страхе большое количество людей. И один из любимых способов этой системы – это получить вашу энергию. Заставить вас испытывать страх, используя негативные денежные программы. Подумайте, какие страхи есть у вас. Не выплатить кредит, ипотеку, возможно, маленькая зарплата, боитесь лишиться работы. Чем вы питаете систему? Какими мыслями? Подумайте. Человек отдает свою энергию маятнику, если он излучает энергию на его резонансной частоте. Многие люди начинают бороться с системой, используют силу воли и внутреннее намерение для реализации своих целей. Я добьюсь этого во что бы мне ни стало. Все равно добьюсь, чего бы этого мне не стоило. Конечно, можно действовать именно так. Однако чаще всего в таких случаях наступает выгорание, подрывается здоровье, человек живет в постоянном стрессе. Добившись цели в таком состоянии, он приходит к тому, что уже ничего не нужно, цель не радует, а внутри одно опустошение. Многие люди попадают в ловушку системы на уровне сомнений. Казалось бы, вы действуете правильно, выполняете практики по управлению вниманием, но все равно возникают внутренние сомнения и страхи. А вдруг не получится? Только бы не сглазить. Система уже настолько пропитана нашей негативной энергией, что от нее никуда не деться. И это действительно так, потому что привычно. Эти мысли, которые возникают бессознательно, это ваше подсознательное намерение, которого вы так боялись. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно зрить в корень. Как в медицине, нужно не устранять симптомы, а искать причину. Например, не просто искать ответ на вопрос, не рассматривать то, что находится на поверхности, как отдать долги или кредиты, а копнуться гораздо глубже. Позвольте себе посмотреть более глубоко, найти причину, почему этот долг возник, как создалась эта реальность, как вы к этому пришли. Именно поэтому нужно посмотреть на подобные ситуации панорамно, на всю картину целиком. Каждая ситуация в отношении негативных денежных сценариев и установок очень индивидуальна, и невозможно просто ответить на вопрос, как отдать долги. Наступило время, когда шаблонные действия под копирку уже не работают. Невозможно взять пример богатого гуру-миллионера и последовать его путем, который привел его к обеспеченной жизни. Сейчас существует только ваш индивидуальный путь, путь вашей души. И первое, что вы должны сделать, это избавиться от страха. Сядьте и задайте себе вопрос, чего вы боитесь. Выпишите свои страхи, потом на листке напишите: это всего лишь мои страхи. Проделайте эту практику в течение недели. Будет дискомфорт, упадок сил и настроения. Это нормально, вы на правильном пути.
Также выпишите свои негативные убеждения, которые мешают вам двигаться к целям и к деньгам, и замените их на позитивные. К примеру, «Я неудачник», «Я везучий и успешный человек», «У меня постоянно не хватает денег», «Я живу в роскоши и изобилии», «У меня работа с маленькой зарплатой», «У меня отличная работа с высоким доходом». И, к примеру, вы когда выпишете все эти негативные убеждения, слева в столбик, справа пропишите на каждое негативное убеждение позитивное. И просто этот список читайте в течение дня много раз на протяжении 21 дня. Тем самым, когда вы будете произносить новые позитивные утверждения, то они будут заменять старые и негативные. И со временем, если вы искорените негативные убеждения, то ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Помните, что мы духовные существа, и наша задача быть в гармонии с душой и телом, и ни в коем случае не разделяя эти понятия. Но при этом мы не можем материальное ставить превыше духовного. Ведь тогда в этом случае, думая и переживая о материальном, мы воплощаем в нашу жизнь все страхи, которые связаны с нашими деньгами. Трансформация вашего сознания дает возможность выхода из системы. Выйти – это не значит сбежать на необитаемый остров. Вы живете в существующей реальности, но с другим видением и сознанием. Вы, как параллельные прямые, сосуществуете с другими людьми, каждый в своей реальности. У кого-то в жизни очень плохо, и он постоянно жалуется на жизнь, а кто-то живет, радуясь каждому наступившему дню. Именно поэтому необходимо осознавать то, что вы транслируете каждый день, и как ваша трансляция непосредственно влияет на денежный поток вашей жизни. Хотите видеть больше полезного контента на моем канале? Обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы самыми первыми получать уведомления о моих новых видео на канале. И поделитесь этим видео обязательно с друзьями. С вами была Елена Макаренко. Хорошего вам ютуберского дня!